Приветствую вас на берегу Волги, 33 километра от города Самара, фестиваль автодомов, мотодомов и разной интересной техники «Русские дороги». Ссылка внизу, рекомендуем, интересное точно мероприятие. Сегодня посмотрим с вами необычный формат автодома. Поясню, что я имею в виду. Для многих автодом – это все-таки дача на колесах, то есть люди путешествуют в нем временно, а живут в доме. В квартире, где-то на постоянное место жительства, а автодом – это такая вот история на выходные. А вот это вот постоянное место жительства для владельца этого автодома. Как так получилось? Автодом из автобуса сделан своими руками. В общем, много всего интересного. Сейчас позовем владельца Владимира и поговорим с ним. А вообще, эта история началась вчера. Проходили мимо, и вот как это было. Обалдеть. Здравствуйте. Это ваша красота? Это один из самых больших здесь автодомов, да? Ну, учитывая, что у нас еще второй этаж есть. Это что за аппарат вообще? Как он называется? Это автобус Хагер. Хагер. Да, Китайский. да. У нас здесь стоит солнечная панель, которая вращается вручную и в 4 стороны. На подготовку вот этого проекта у Володи ушло 6 месяцев. Здравствуйте, очень приятно. Это вы вот своими руками практически? Обалдеть. Алиса, включи везде свет. То есть я не люблю все выключатели, Ух ты. включатели, поэтому у меня все лампочки, все... Голосовой. Да, Алиса у меня тут управляет. Экран 10,5 дюймов, клавиатура в подарок, вот такая. Новый Huawei MatePad. Что интересного? 2К экран Full View. На таком и кино в метро посмотреть, и дома, лежа на диване, таблички по работе. Есть режим защиты зрения и функция мультискрин. Можно вывести на экран сразу 4 приложения. Берем клавиатуру, ставим вот сюда, подключаем по Bluetooth мышку, и перед вами, хоть и маленький, но привычный ноутбук. Ход клавиш 1,3 мм. Считается, что это оптимально для набора текстов. И, разумеется, стилус M-Pencil, новый, второго поколения. А также динамики Harman Kardon, отличный аккумулятор, хорошая начинка и небольшой вес. Всего 450 граммов. Специальная ссылка уже внизу. Продолжаем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Отвлечу вас ненадолго. Да, конечно. Интереснейший экземпляр, но, как казалось, он еще интереснее внутри, и его история интересна. Ну да. Я просто в прошлом художник-оформитель, художник-дизайнер, архитектор, строитель. Когда ты долго находишься в путешествии, ты должен находиться как дома. И я вот купил базу Хайгер и вот стал, скажем так, воплощать свою мечту. То есть именно хотелось дом на колесах, чтобы я где бы ни находился, в глуши леса, в городе, на море или так далее, чтобы я всегда был дома. Ну, у вас основное жилье есть какое-то? Нет, я же говорю, я человек мира. То есть я отказался от всего, я без Так. определенного места жительства. Я живу в разных городах. До глубокой осени я путешествую, а так, где я хочу, я снимаю дом, квартиру вот оно что. и живу. Только снег сошел, я сажусь в автобус и еду дальше. Каким составом путешествуете? Я и моя девушка. Расскажите еще вот про техническую базу, то есть за сколько купили автобус? Я его купил, будем говорить, случайно Мгм. и за смешные деньги. То есть он в идеальном состоянии, я купил его за 300 тысяч. Какого года? 2007. Предприятие купило его возить людей и обанкротилось, то есть он стоял. 170 тысяч всего пробега. Он был изначально категория D, потому Так. что автобус, я его сейчас переоформил, он у меня категория C, специальный и прочий автодом на колесах. То есть все это узаконено, все это вписано, никаких проблем нет. Насколько сложная процедура переоформления? Очень сложно. К сожалению, ну, опять же, мне повезло, вот как раз сейчас ужесточение это, да, Да. я успел переоформиться, но все равно это длилось полгода. То есть я искал, Да. мне там отказывали, ну вот, опять же, повезло и переоформил. Примерно, ну хотя бы очень. Во сколько обошлось переделать? Ну, по старым ценам Да, примерно очень. где-то 4,5. То есть вот я сейчас Да. просчитывал по новым ценам, Да. он бы уже где-то 8-10 мне обошелся. Ну, Ого. такой бы проект я бы уже не потянул. На крыше вы построили вот такой... Да, чтобы было комфортно жить как внутри, так и снаружи. То есть на долгие локации, когда мы приезжаем, у меня можно отдыхать здесь, то есть летний душ у меня, можно жить наверху. Раскладывается шатер, еще есть внешние стенки, туда можно палатку, например, поставить или надувной матрас, и можно спать. То есть в теплую погоду мы так и собираемся лежать, наблюдать за звездами. Опять же, гамак есть. Покажете, что внутри? Да, конечно. Давайте. Алиса, включи везде свет. Все. Вот у вас интересное сочетание. Умный дом, но классический такой вот дачный дизайн.
Деревянное всё. Я же краснодеревщик. Во-первых, дерево, оно теплое. Даже сплю, да, рядом с деревом, и жар идет от него, понимаешь? То есть и отопление не включено. Вход у вас один отсюда. Да, да. А в середине там еще дверь В середине я ее замуровал, когда мы все заходим через зал, ну то есть там всегда будет грязь и пыль. Ага. А так я, по крайней мере, через хозблок, как я называю, зашел, разделся, помылся, и в спальню я захожу чистый. Показывайте по порядку. Так, да. Здесь у меня кухонный гарнитур, то есть Ага. здесь встроена посудомоечная машинка. А хватает ли у вас электричества на все на это? Запас электроэнергии 13,5 киловатт. То есть это примерно 4 коттеджа. Я в прошлом году делал эксперимент, отключал солнечные панели, чтобы не Так. было заряда. И при 100% зарядке, пользуясь 7, мне хватило на 7,5 дней автономной жизни. А если включить панели? Все. То есть я утром проснулся, всем пользуюсь. Мне 2-3 часа надо, чтобы их восполнить до 100%. У меня две панели по 450 ватт, 900 ватт. То есть у меня 38 ампер идет вот просто... Понятно. Чтобы увеличить рабочее пространство, выдвигается тумбочка, Ага. и получается у Ух меня ты. угловая кухня. Ложки, вилки у меня лежит все на своих местах, Ага. и ничего не гремит. Полноценная вытяжка, то есть все. То есть она домашняя, все работает. С этой стороны у меня, опять же, полноценная кофеварка. Ну и изюминка есть, у меня есть бар. Купил бархата и вот за полдня сделал такую красоту. Это вы сами сделали? Ну, я это это все сам сделал. Были бы у меня станки, наверное, было бы красивее. Все это я сделал одним лоптиком, шуруповертом и ножовкой. Как говорится, построил я на коленке. Что по воде у вас? По воде у меня запас с собой воды 750 литров. Не кисло. А как себя чувствует автодом вот при таких массах? Все хорошо, а тут масс нету. Я когда купил автобус, я сиденье и обшивку выкинул отсюда тонну. вот И он на 32 места, вот возьмите среднего мужчину даже по 60 килограмм, это еще там 3,5-4 тонны. То есть у него грузоподъемность, ну, снаряженная масса 8 тонн, Да. а сейчас я полностью, когда груженный водой и всем, я 6,5. То есть у меня еще 1,5 тонны запаса есть. Я по трассе ехал, он 120-140 и едет легко. Душевая кабинка, опять же, все домашнее, то есть она открывается в две стороны. Так. Яхтенный унитаз электрический на 24 вольта. В доме двухконтурный газовый котел. То есть у меня водяное отопление, как дома. Здесь водяной контур, то есть потом наливные полы и везде искусственный камень, мозаика. То есть у меня тут теплые полы. И там у меня полноценная на 4 килограмма Ух ты, машинка стиральная. автомат. Ну-ка, Да. ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стиральная машинка в Да, автодоме. да. Вот так вот. Двухконтурный газовый котел, водяной насос, то есть вся эта развязка, система фильтрации, то есть вот здесь все коммуникации у меня находятся. Так, система хранения, опять же, у меня выдвижная, я выдвигаю, то есть у меня здесь мультиварка, все сыпучие продукты, то есть опять же вся полезная площадь. Здесь полноценный, но Больше, опять... чем в многих квартирах Да, стоит. да. Мы заполнили все, и мы 2 недели можем в магазин вообще не ходить. Холодильник у меня потребляет, по-моему, 210 киловатт в год. Поэтому он у меня даже, скажем так, не отражается на аккумуляторах. Микроволновку я брал 600 ватт. Да. Заходим. Там Заходим. самая красота. Да. Такого мы не ожидали, вот я вам честно скажу. Камин. Что вы жжете электричество? Не жалко У вам? меня его очень много. И кондей еще работает? Да. Я могу вот так вот всем пользоваться с солнцем всегда. Да. То есть у меня всегда идет восполнение. Сколько спальных мест у вас? Мы путешествуем вдвоем, поэтому или я один еду, или с девушкой, то есть Так. в основном мы спим здесь. То есть у меня эта кровать раскладывается, выдвигается, жилое пространство 1,20 м на 190. Там у меня бак, то есть я бак заказывал под размер кровати, то есть 500 литров здесь и 250 у меня на крыше. Вот. А на длительных стоянках у меня же здесь двигатель, я его обыграл, это у меня стол. А на длительных стоянках он у меня трансформируется в кровать, и мы спим там. Окошки у вас... Окошко у меня это я оставил и это. Но... То есть там есть окно? Да, окно есть. Я сразу, когда каркас сделал, я туда спрятал фанеру. То есть я закрываю, и у меня получается все закрыто. А вот это не мешает как-то управлять
Нет, как, Дома. вот сейчас мы поедем, матрас у меня складывается Так. и убирается сюда, получается стол, там сидушку я поднимаю пассажирскую, и мы едем. Если на данный момент мне задать вопрос, чтобы я здесь поменял, абсолютно ничего. То есть, Так не бывает. не, серьезно, Серьезно? серьезно. Электроэнергия у меня вся спрятана здесь. Опять же, я обыграл как пуфик. То есть здесь у меня 13,5 киловатт электроэнергии и инвертор маповский на 4,5 квадрата. Так вот теперь вопрос. К вам не приходили люди с просьбой, а можно мне так же? Приходили, Так. и купить хотят, и построить, но я уже живу в удовольствии не ради денег, вот, поэтому всю жизнь, опять же, в строительстве я не хочу провести. То есть это было воплощение моей мечты, я ее исполнил, ну и все, и наслаждаюсь как бы. У меня, конечно, есть еще желание построить автодом из двухэтажного автобуса. Да ладно. То есть, да, я хочу, чтобы отдельный спортзал был, рабочий кабинет, но, опять же, мне жалко времени на строительство, честно говоря. Если какой-то человек меня заинтересует ценой, я не держусь за вещи. То есть это будет, будем говорить, начало для нового проекта. Огромное вам спасибо. И удачи. Мы будем Всё, надеяться, что благодарю. двухэтажный автобус появится. Это Ну, очень круто. посмотрим. Спасибо большое. Все, благодарю. Ребятушки, максимально интересная история. Мы, честно говоря, вот воодушевились, потому что есть идейные люди, которые делают вещи, а еще и делают своими руками. Плюс это автодом из автобуса. Редчайший экземпляр, к сожалению, на самом деле, на наших дорогах. В других странах это вот частое явление, мы такое вам показывали. Их целые сходки любителей автодомов именно из автобусов. Вот у нас вот редчайший экземпляр и настолько вот уникальный внутри, что мы решили сделать отдельный материал на выставке. Тут весело вообще, интересно. Ссылочка на фестиваль внизу, можете зайти посмотреть. Тут можно с детьми приехать даже, вот приезжают с пожилыми родителями и отдыхают и гуляют. Короче говоря, автодом из автобуса. Если вас вдруг это очень заинтересовало, и вы как-то вот найдете точку соприкосновения с двухэтажным автобусом, мы будем тоже рады сделать об этом отдельный обзор. Все ссылки внизу. Огромное спасибо, что посмотрели. Интересный проект. Увидимся. Пока.